Сейчас будем ехать тут тоже через небольшие села. Надо нам еще в Дино заехать. Смотри, суббота и такой ух ты, самолет какой-то летит вот, легкий. Ну, он часто летает Да? здесь, так, да, видно. Какие-то самолетики там, где любители летают, в общем. Ой, Аттракцион. Какой-то аттракцион. Не, наверное, летный клуб. Я эту дорогу люблю, потому что здесь со всех сторон сосны, лес, Велосипедисты. тихо. Много Да. велосипедистов Очень здесь. много велосипедистов здесь, да, но, к сожалению, нету велосипедных дорожек. Хотя это гмина, кстати, гмина Леончин, и здесь проходили даже соревнования, по-моему, велосипедистов. После ковида. Да, и мэр говорил, что он надеется, что это будет Столица велоспорта. да, столица велоспорта, но Приглашал сожалению. всех, да, этих велосипедистов, чтобы постоянно приезжали. да, потому но что ничего здесь для этого не сделали. да, тут очень красивые места, сами видите, и дорога вдоль вала там тоже, то есть есть где кататься, но, к сожалению, нету велосипедных дорожек совершенно. Вдоль дорог ничего нету. Да, Гмина Немного в селе есть такие небольшие участки, один. и то скорее пешеходные, чем велосипедные, правильно? Там школа, и дети в школу ходят по этой дороге, и велосипедисты, все вместе, в общем. А тут, видите, красивые такие места, и велосипедной дорожки нету совершенно. И детей сами тоже не поедут, сами дети. Ну да, и эта проблема тоже для детей создается, потому что в школу доехать тоже ж на велосипеде ребенку надо как-то. А он это И в итоге приходится вот по этим дорогам ездить. Вот, но я надеюсь, будет, скоро будет. И тоже вот, смотрите, начинаются эти села, и вот такой вот тоже дом. Строится большой дом, современный. Вот. Это я показываю. Может, кому-то будет интересно переселиться, например, с города и построиться вот в таких вот небольших селах. Это совсем, кстати, недалеко. Вон тоже каркасник. каркасник. Строится, Да, каркасник строится. Сейчас здесь очень много строится, очень много земли продается. Вот, цены в среднем, да, участки, цены в среднем где-то 100, наверное, злотых за метр квадратный, да? Ну, да. Где-то такая цена. Ну, видите, вот строятся люди со всех это сторон. было 100, сейчас я даже не знаю, может и дороже. Может быть, да, надо узнавать. Может, Но сейчас такое время, что очень много желающих людей купить участки и построиться где-нибудь в селе. Еще раз скажу, что это недалеко от Варшавы. Тут по прямой дороге можно через Лумянки, да, наверное, 40 километров. И опять же рядом тут новый двор Мазовецкий. И спокойно можно доехать на СКМ-ке, да? Нет, КМ. на поезде. На поезде можно доехать. Электричкой. Школа. Электричкой, да. 8-летняя школа здесь. Здесь две школы в этой местности. Вот одна школа после ремонта, кстати. И Детским предшколие есть, да, и жлобык есть. Так что вот. Здесь проще места найти в жлобке, чем в городе. В городе вообще не Да. Ну и опять же, это экологически чистый район. С одной стороны вот Народовый парк Кампиновский, а с правой стороны Вал и Висла. Так что места здесь отличные, есть где с детьми и на велосипедах покататься по природе, например, да, и воздух здесь чище, это ж не сравнишь, вон, смотрите, какие здесь дома есть. Вот. маленьких магазинов. То вот в этом поселке только раз-два. Это только продовольственных 3 магазина маленьких. Да. А плюс строительный, а дальше есть строительный магазин большой такой. Но это все Да. частные А магазины. кроме этого здесь есть и аптека, есть и поликлиника. Что тут еще есть? Ну, не поликлиника, а пункт. Этот, Ну, медицинский пункт. медицинский Можно, да, пункт, да. без проблем можно обращаться сюда. В Имени он находится, в Ужонде. Да. Вот, Вот. тоже, видите, строится стройка за стройкой. Да, в этом году очень много стройки, очень. А смотри, не было домика, а уже поставили. Не было домика. Да. Согласен. Теплицы здесь очень много, тоже выращивают овощи в теплицах.
В общем, местность очень удобная, близко к Варшаве, легкий доезд и на общественном транспорте получается, и на машинах, на автомобилях. Вот. Спокойная местность такая, красивая, много зелени. О, приехали тоже люди. участки, Да, смотрят, машины не местные. Да. И там было написано «Продам дялку». Есть А вот вот такой вот садовый Кстати, у них магазинчик. тоже они делают и варенье, свою закатку. Да. Это садоводческий такой маленький магазинчик. Вот, смотрите, вот дом построили и уже продают. Строили, видно, на продажу. И вот дома. Ну, то есть за последние 2 года дома просто тут как грибы вырастают. Небольшие домики, конечно, а вон кабинет ветеринарный. Ну, даже, видишь, есть. А вот строительная большая база, тут тоже она частная, но здесь для строительства много чего есть, и можно что заказать, что привезли, и доставка, видите, здесь совсем, вот еще один здесь тоже есть такой магазин, не магазин, а строительный такой. И это вот одна дорога мы едем, а есть ниже дорога, тоже точно так же идет вдоль вала, Две дороги получается. Да, и там тоже много-много сейчас и строится домов, и участков продается. Вон в глубине тоже, видишь. Да, да. В общем, осваиваются территории очень быстро в этом году. Это, наверное, с тех пор, да, как вышел этот закон, когда должны земли перевести все... Или строительные, да, или сельхоз. Или сельхоз, или, в общем, строительные земли. Подтвердить это надо. Ну, как-то так. Ну, если Я ты думаю, рольник, поляки знают об если этом ты рольник, то ты лучше, должен чем мы. подтвердить, что ты рольник, имея землю. Ну, Чтобы да. тебе дотации В общем, давали. произошли изменения определенные, и после этого стало очень много земли продаваться. Видно, перевели в строительные Да. участки, поэтому... Некоторые, видите, участки, они даже не обрабатываются, а просто... Под Варшавой Трава. очень мало получается таких районов, где есть земля на продажу. Они туда все ближе, а здесь Дорога очень хорошая. Вот Ну вот, школа смотрите, мы еще, в Леончин, да, и тут вторая школа, смотрите, со стадионами своими спортивными, отличными. команда. Костел Вот. тоже. Там и спортивные секции есть, и волейбол, и футбол, и танцы. Да, костел здесь красивый, Вот автобус большой. есть, он до Нового двора, по-моему, идет, да? Да. Не, он Варшава, идет Гданьска. Варшава, да. Да, вот видите, автобус идет. Можно доехать даже до этого. Да, это А вот гмина. местная гмина, да. Вот здесь и медицинский центр есть. Вот много магазинов, в том числе, опять же, садовый, видите, отдел есть. В общем, все, что хотите, все здесь можно купить. Автомойка есть, почкоматов. почкоматы, да. Я не знаю, Смотрите. даже штук 20, наверное, здесь Вот. почкоматов. Ну, давай проедем по этой улице до конца. Ну, давай. Да, покажем вам. Смотрите, магнолия желтая, какая красивая, а рядом красная. Красота. Все в цвету. Посмотрите, какие красивые участки. Я закрою, а то шумение будет. Вот еще. Вон Да, Дина. это вот Дина, кстати. Мы вернемся сейчас сюда. Покажем вам просто немножко этот населенный пункт. Смотрите. Есть, Почта задрыпанная, конечно, но работает. есть вот и с правой, и с левой стороны пешеходные, велосипедные дорожки, кстати, посмотрите, в этом, Ну, это в да, этом населенном это пункте. Леончин сам. Да, это сам Леончин. Потому что здесь гмина находится, управление и все остальное. Потому что здесь более так. Больше всего магазинов. Опять же, обратите внимание, заборы тоже прозрачные и просто зеленые изгороди идут. Посмотрите. Вот такие вот. Ой, а впереди какая красота. Магнолии цветут тоже. Посмотри, 2 дерева шикарные. Просто шикарные. Ага. Огромные. Вот, Смотрите, Леончин как закончился красиво. на этом. Видите? Похоже Очень на, красиво. на яблоневые наши эти, да? Да, Ну, да. цвет, да. цвет такой, как у яблонь наш. Ну и вот такие вот. А это уже... Это, наверное, типа станция техобслуживания Ну, да. какая-то, да? Вот, так что все в этом населенном пункте все есть совершенно. Вот Есть. смотрите, какие дома. Даже какие- станция контроля поездов есть здесь. Да, можно Заправка есть. техосмотр спокойно можно пройти.
Ну все, это уже пошел дальше. Это Да, ну, за сам пределы. населенный пункт это большой, мы просто едем по центральной улице, а здесь очень много переулков, улиц, в общем, Ну, много продам тоже ты строится увидела? всего. Не Такой увидела, двухэтажный не увидела я. под ремонт. Ну все. Ну вот смотрите, чтобы вы имели представление, что из себя представляют села в Польше, что в них есть, как все устроено. Это по-нашему, грубо говоря, район. Районный центр, да? Потому что это гмина Леончин. Вот. А до этого мы проезжали как раз вот небольшие села, которые относятся к этой гмине Леончин. Смотрите. Есть разные, конечно, домики. Есть очень хорошие, есть попроще, но все, как и везде, по-разному живут люди, имеют разные возможности. Ну, вот, напишите, интересны ли вам вот такие вот наши видео по таким населенным пунктам, интересует ли вас эта тема. Да, а кто-то, друзья, может кому-то интересна эта тема, кто-то как раз сейчас размышляет над тем, где бы ему поселиться и так, чтобы это было недалеко от Варшавы, и чтобы, так сказать, все было в доступности, то пишите нам в комментариях, я, может, подробнее расскажу, где именно это находится или как сюда доехать, вот, чтобы вы могли там сами посмотреть объявления о продаже здесь недвижимости или земли для строительства. В общем, пишите. Будете жить на природе, Да. в близкой доступности до Варшавы и всех плюшек. Потому что здесь есть все для того, чтобы даже не ездить в соседние города. Вы тут искупиться спокойно можете, медицина тут есть, здесь все есть. И школы для детей, нету проблемы вообще с устройством ребенка в школу, в детский сад, в ясли. Продолжаем наше движение по селам гмины Леончин. И хочу вам еще сейчас показать ту вторую дорогу, про которую я говорила, по низу, она ближе к валу идет, вот даже, к Веслянскому. мойка, Ну вот мойка даже есть, видите? Так что все, совершенно все есть для совершенно... Даже ну, вот даже люди приезжают, привозят Да. со своих этих картошечку участков, продают. Полицейский участок есть, кстати, появился он год назад у нас, по-моему, да? Да, раньше здесь Да, не было. и нету никаких проблем. Вот, аптека, и там же Остановка, медпункт получается. Медпункт. Вот такой костел красивый, большой. С кладбищем. Вот. Вон, смотри, тоже сюда люди приезжают помянуть своих. Да. И вот то, что есть сейчас здесь полицейский участок, то это, в принципе, вы знаете, наверное, а кто не знает, то в Польше полиция реагирует сразу же на ваше заявление и приезжает сразу же. Вон станция там в глубине, это станция техобслуживания, чтобы не ездить никуда, сразу у кого машины, раз в год техобслуживание, заправка. Да, есть Кстати, заправка. почем бензин? Опять Да, же, ветеринарный пункт здесь есть. Даже вот смотри, магазин для рыболовов даже есть. Но это Да. потому, что рядом Висла, и здесь очень много рыбаков. Приезжают порыбачить, и даже с ночевкой приезжают, с кемперами, да, и с палатками, в общем. И просто люди приезжают сюда летом особенно, прямо целыми семьями, и там отдыхают возле Вислы. Это колбасный цех. Фабрика, Да? да. Ну, цех, да, Колбасный цех. Продукцию они делают. Вот и хлебопекарня. Да, и пекарня здесь Да. рядом есть, так что хлеб в магазинах тоже свежий. Магазин тоже есть здесь при этом. А там он закрытый. Да, Что-то закрытый. Они, да, не Мгм. работают. Наверное, хотели раньше, а потом передумали. Ну, большой тут это цех. Много людей работает. Мгм. Человек, наверное, 50 точно. Да? Ну, видите, и рабочие места, значит, есть. Прямо здесь можно не ездить в город, ну, если есть места сейчас. А это пункт приема всяких, отходов строительного мусора, и, в общем, то, что не забирают машины, да, когда Мгм. собирают мусор, то вот сюда можно привозить
Вот. И здесь тоже строятся сейчас дома. Смотрите. Участки уже вот и продаются, и разметки уже стоят, а кто-то уже даже заборы себе поставил, смотрите. Ограждения есть, и котлованы роют. А вот там, наверное, будут из контейнеров себе дома делать. Ну, они давно поставили, может быть... нет, еще Да, поставили, да. не было этих контейнеров Вот. морских. Это мы ближе к валу с вами едем. Участки разделены, Да, разделены уже. участки. Вот дом уже строится, а вон, вон смотрите. оседло строится. Да. Два близняка, то есть уже на 4 хозяина дом строят. То Это есть на продажу все. вот это за эти вот 2 года вот тут такое бурное строительство. Этого ничего не было еще 2 года назад, даже 1,5 года назад. Спускаемся сейчас ниже. Вот еще один магазин. Тоже здесь можно все купить. Даже он- в субботу работаете, в воскресенье. Да, и работают эти магазинчики частные, они даже в воскресенье работают. Потому что хозяева Что тоже, работают. кстати, очень удобно. Вот тоже. Детские площадки по всему этому. Да, тут рядом есть 2 Раз детские просто. площадки. Ну, эта дорога вперед идет на вал, а мы повернем. Там, кстати, вдоль вала тоже здорово на велосипедах ездить, да? Хорошие, красивые места, спокойные. Тоже вот дом строится. Достраивается, вернее. Вот целое оседло построено, опять же, видите, уже люди здесь Оно Всё, не закрыто, выкупили. Это индивидуальные дома, Да, просто ну, построены, один это да. застройщик строил. И они все уже выкуплены. Достроили их все и выкупили. Хорошие места, зеленые. А вон там дальше спокойные. вал видит. Ну да, это самая ближняя дорога к валу, получается. И тоже здесь вот стройка. А вот такой домик построили, смотрите. Ага. Это модульные дома, которые привозят и ставят сразу. Стройка и с этой стороны, и с этой стороны. И тоже сейчас вот, смотрите, еще модульный дом тоже люди привезли, поставили на свой участок, Он купили готовый Купили участок, смотрите, и поставили вот Готово. такой вот дом. уже. Около 40 тысяч долларов, по-моему, что-то стоит. Может, чуть меньше. Вот еще площадочка детская. Да. А вон, смотрите, копошатся люди, купили участок и уже там что-то делают. Наверное, Да, что-то недавно. высаживают. Вчера не было их, а вот Да? сегодня, видишь, уже Ну и- забор ставят там. Мгм. Да, А уже это- поставили, Не смотри, было забор. этого. Это буквально, не знаю, там, один день. И вот дом уже построен. В общем, здесь сейчас стройка идет полным ходом. Ну а почему, да? Если до Варшавы так легко А, кстати, добраться, здесь в принципе. вот фермерская есть большие теплицы. Теплицы, да. Но они производят помидоры и огурцы. Да, вот смотрите, видите, на полях, прямо в полях уже строятся. Вот эти все поля, они были пустые еще, когда? Осенью были пустые. Очень быстро строятся люди, и много всего продается сейчас, много участков. Вот этот дом совсем недавно построен. И вот с этого места Вон где-то следующий около, дом. Это все вот с зимы уже по-моему, построено. 38 до Варшавы, по-моему. Да? 38 километров, а вы в Варшаве. Кому на работу, без проблем. Так что, друзья, пишите, нравятся вам такие видео, продолжать ли нам снимать для вас их. Спасибо, что были с нами в этой поездке, и до новых встреч!